Всем привет! В этом видео я вас научу вязать очень простой и очень красивый чепчик. Как вы видели до этого, он может быть связан как на девочку, так и на мальчика. В этом видео мы будем вязать на мальчика вот такого вот рельефного рисунка. Из чего же мы будем вязать? Я буду использовать пряжу голубую, это Yarn Baby, и белую пряжу Dolly Vita, 100% акрил. Вообще вы можете взять полушерстяные, шерстяные ниточки, лишь бы у вашего малыша не было аллергии. Деталями нашего чепчика будет круг и прямоугольник. От 0 до 3 месяцев диаметр круга должен быть 9 см, от 3 до 6 – 10 см. Ширина прямоугольника 12 см для 3-6-месячного ребенка и 11 см для новорожденного. А длина прямоугольника для новорожденного 25-26 см, для 3-6-месячного ребенка 27-28 см. Мы вот так будем наш круг обвязывать прямоугольником. И у нас получится чепчик. Итак, давайте начнем вязать. Вязать я буду в 2 нитки, поскольку ниточки у меня тоненькие. Крючок на 3,5 мм. Вы также можете вязать в 2 нитки или в 1 нитку более толстой пряжи. Для начала мы делаем первую рабочую петельку и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Замыкаем в кольцо. Если 4 воздушные петли для вас слишком мало и колечко получается очень тугое, то сделайте 5 воздушных петелек. Далее 3 воздушные петли подъема и через кольцо провязываем еще 11 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петельки подъема и 11 столбиков с одним накидом. Так. Самое главное в конце пересчитать, чтобы с 3 воздушными петельками подъема у нас получилось ровно 12 столбиков с одним накидом. А теперь в 3-ю воздушную петельку подъема заводим крючок и соединяем наш ряд. Вяжем новый ряд, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3 подъема, и в эту же петельку, с которой мы начинали, мы вяжем столбик с одним накидом. Далее в следующий столбик мы вяжем 2 столбика с одним накидом. В итоге в каждую петельку этого ряда мы будем вязать по 2 столбика с одним накидом. В каждую петельку 2 столбика с одним накидом. Вот он столбик, 1, 2. Снова делаем 1, 2. И так нам нужно связать весь ряд по кругу. В каждую петельку по 2 столбика с одним накидом. Ряд довязан. Мне осталось связать второй из 2 столбиков. Вот он. А теперь соединяем 1, 2, 3 в 3-ю петельку подъема, заводим крючок и соединяем наш ряд. Ряд готов. Приступаем к новому ряду. 3 воздушные петельки подъема. И теперь в следующую петельку, вот он следующий столбик, вяжем 2 столбика с одним накидом. В этом ряду мы будем чередовать. Вот 2 столбика с одним накидом. Далее в следующую петельку
вяжем 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку снова 2 столбика с одним накидом. И в следующую петельку 1 столбик с одним накидом. Это классический способ вязания круга из столбиков с одним накидом. Как я уже сказала, в этом ряду мы чередуем 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом. И так вяжем весь ряд до конца. Ряд почти довязан. Мне осталось совсем несколько петелек довязать. 2 столбика с одним накидом в одну петельку. Теперь отсчитываем 1, 2, 3, третью воздушную петельку подъема и с ней соединяем, вяжем новый ряд. Делаем 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3. Далее в следующую петельку вяжем 1 столбик с одним накидом, а уже во вторую петельку вяжем 2 столбика с одним накидом, 1, 2. В этом ряду мы будем также чередовать, только теперь мы будем делать 2 раза по одному столбику и 1 раз 2 столбика. 1 столбик, 1 столбик, 2 столбика с одним накидом. 2 столбика в одну петельку и далее 2 раза по одному столбику с одним накидом. Вот, в следующую петельку мы вяжем 1 столбик с одним накидом и снова 1 столбик с одним накидом. Теперь 2 столбика с одним накидом, 1, 2. И продолжаем такое чередование до конца данного ряда. Один, 1, 2, 1, 1, 2. Вот что у нас получается. Итак, довязываем наш ряд 1, 1, 2, 2 столбика с одним накидом. Снова отсчитываем третью воздушную петельку подъема, 1, 2, 3 и с ней соединяем. Все, ряд у нас довязан. Замеряем, и вот у нас уже получилось 10 сантиметров. Конечно, зависит очень много от ниточек, от толщины ниточек. Если вам пригодится еще связать несколько рядов прибавлений, то знайте, что в следующем ряду мы будем чередовать 3 раза по одному столбику и 1 раз 2 столбика. 3 раза по одному столбику и 1 раз 2 столбика. В следующем ряду уже 4 раза по одному столбику и 1 раз 2 столбика. То есть 1, 1, 1, 1, 2 столбика. Ну а мне уже не нужно вязать. Делаю 2 воздушные петельки, отрезаю ниточку и затягиваю узелок. Теперь я беру крючок на 4 мм, чтобы начать вязать наш прямоугольник. Так как я буду делать цепочку из воздушных петелек. А как вы знаете, ее лучше делать крючком побольше, чтобы край у нас не был стянут. Итак, делаем цепочку из воздушных петелек. Как я уже сказала, что длина прямоугольника от 0 до 3 месяцев это 25-26 сантиметров длина, от 3 до 6 месяцев это 27-28 сантиметров длина нашей цепочки. Вот. Не делайте слишком большую, 28 сантиметров вполне достаточно. Далее мы снова меняем крючок на 3,5 мм, которым мы и вяжем наш чепчик. Делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3 подъема. Далее
А от крючка отсчитываем пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная с нее мы вяжем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. В каждую петельку вяжем один столбик с одним накидом. Так, накид. И провязываем столбик с одним накидом. Итак, мы вяжем все петельки нашей цепочки из воздушных петель. До конца провязываем всю нашу цепочку. Вот, посмотрите. Всю цепочку нам нужно обвязать. Итак, я довязала цепочку до конца. Теперь мы вяжем новый ряд. Делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем нашу ленту. И начиная со второй петельки, вот она, вот он столбик второй, за заднюю стенку, видите, у нас передняя есть и задняя стенка у каждой петельки. Вот за заднюю стенку мы вяжем столбики с одним накидом. В каждую петельку вяжем по одному столбику с одним накидом за заднюю стенку. Еще раз обратите внимание, это важно для того, чтобы рисунок, наш узор у чепчика получился рельефным. Фактически мы вяжем горизонтальную резинку. Каждый ряд мы будем вязать именно за заднюю стенку. Если вы хотите, чтобы ваш чепчик был из ровного полотна, то есть не было вот этих рельефных полос, то просто нужно вязать за обе стенки, как мы и вязали до этого, к примеру, наш круг. Так, по одному столбику с одним накидом сейчас вяжем за заднюю стенку. Вот что получается. Нам нужно также довязать весь ряд до конца. Думаю, тут ничего сложного нету. Итак, ряд довязан. Приступаем к новому ряду. Снова делаем 3 воздушные петельки подъема, поворачиваем нашу ленту и опять-таки, как и предыдущий ряд, мы вяжем по одному столбику с одним накидом в каждую петельку за заднюю стенку. Вот, как вы видите, по одному столбику с одним накидом в каждую петельку. Точно так же вяжем, как и предыдущий ряд. Итак, вяжем все последующие ряды по одному столбику с одним накидом за заднюю стенку. Так. Вот, посмотрите, что получается. Вяжем всю ленту так до конца. Рисунок получается немножко рельефный. И в итоге должна получиться вот такой вот прямоугольник. Как я уже сказала, ширина нашего прямоугольника 12 сантиметров. То есть надо связать столько рядов, чтобы у нас получилось 12 сантиметров в ширину. Но учтите, что полотно у нас в виде резинки, и поэтому, когда будете измерять, его хорошенечко расправьте. В длину у меня 28 сантиметров, то, что нам нужно. Теперь можно соединять. Я меняю цвет ниток. Лицевой стороной к себе берем наш круг, делаем первую рабочую петельку на крючке и начинаем соединять. К друг дружке изнаночными сторонами мы прикладываем наши детали. У прямоугольника как бы нету изнаночной лицевой стороны, у круга есть. Здесь вам нужно выбрать уже больше рисунок. Вот я хочу, чтобы немножко вогнутая сторона находилась как раз около круга. Заводим крючок в
прямоугольник, в петельку прямоугольника и круга, везде за обе стенки, и протягиваем нашу петельку. 3 воздушные петельки подъема, накид, заводим во вторые петельки следующие и у прямоугольника, и у круга, то есть мы сейчас и обвязываем, и соединяем одновременно. И вяжем 2 столбика с одним накидом в эти петельки. Далее накид, заводим крючок в следующие петельки, вяжем 1 столбик с одним накидом, также заводим крючок в следующей петельке, снова вяжем 1 столбик с одним накидом, а вот в следующей петельке вяжем 2 столбика с одним накидом. Здесь у нас идет чередование: 2 раза по одному столбику, 1 раз 2 столбика, 2 раза по одному столбику, 1 раз 2 столбика. Но тут тоже не принципиально, вы можете, во-первых, обвязывать не столбиками с накидом, а столбиками без накида, если хотите менее нарядный, к примеру, чепчик иметь. Или вы можете обвязывать какой-то ажурной каймой. Также можно это сделать. И еще можно сделать прибавление чаще, тогда у вас будет более волнистая вот эта вот кайма, которую я синим цветом сейчас обвязываю. Например, в каждую петельку можно сделать по 2 столбика с одним накидом или через одну петельку. Тогда более волнистая кайма получается. Тут уже как хотите, насколько вам позволит фантазия украсить ваш чепчик. Ну а в моем случае я чередую 1 столбик, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик, 1 столбик, 2 столбика с одним накидом. Итак, вот я обвязала весь круг целиком. Остается нам здесь соединить. И вот вместе соединения, видите, у меня так получилось, что все петельки мы обвязали. Но если мы сейчас сразу соединим, то у нас получается вот такая дырочка. Проверьте, чтобы у вас этой дырочки не было. Просто, к примеру, свяжите дополнительный столбик с накидом, как я сейчас и сделаю. Вот в первую петельку я довязываю дополнительный столбик с накидом и соединяю в третью воздушную петельку. Все, у меня готово. И еще прямоугольник, который мы обвязываем круг, не обязательно должен сходиться. Продолжаем вязать далее. Теперь нам нужно обвязать все края нашего чепчика. Здесь и здесь. И как вы видите, у нас достаточно свободный, широко получается чепчик, поэтому при вязании мы будем немножко стягивать. То есть делать убавление в петлях, а именно провязывать 2 петли вместе. Сейчас я это все покажу. Делаем первую рабочую петлю, лицевой стороной к себе располагаем нашу шапочку, заводим крючок в первую петельку и начинаем обвязывать столбиками без накида. Протягиваем нашу ниточку, делаем воздушную петельку и, начиная со второй петли, вяжем столбики без накида. 1, 2, 3 раза по одному столбику. Теперь можно уже делать убавление. Заводим крючок, протягиваем ниточку, тут же заводим крючок в следующую петельку, протягиваем, и из 3 петелек делаем 1. То есть мы сейчас вязали 2 столбика без накида вместе. Я предлагаю такое чередование. 3 раза мы вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку, и потом 2 столбика вместе. 3 раза по одному столбику, 2 столбика вместе. Тоже зависит также от ваших ниточек, от толщины, от размера и от того, насколько вы хотите, чтобы шапочка у вас была более стянута. Поэтому вы можете делать вот такие вот убавления почаще или наоборот пореже.
А вообще край обязательно, конечно, стягивать, чтобы у нас шапочка, наш чепчик плотно прилегала к головке. Итак, как я уже сказала, я делаю 3 раза по одному столбику без накида, далее 2 столбика вместе. Вот они, видны места наших убавлений. Итак, край обвязан. Далее мы сразу приступаем к нашим завязочкам. Меняем крючок снова на побольше, на 4 миллиметра, чтобы делать цепочку из воздушных петелек. Так. И сразу делаем цепочку из воздушных петелек. Делайте цепочку не очень короткой, в идеале это 20-25 сантиметров должна быть данная цепочка, чтобы потом было удобнее нам завязывать наш чепчик. 20-25 сантиметров это идеальная длина. Снова меняем крючок на 3,5 миллиметра. Делаем одну воздушную петельку, 1, 2, 3, начиная с 3 воздушной петельки от крючка. В каждую петельку мы вяжем по одному столбику без накида. Можно также обвязывать полустолбиками нашу цепочку. Обвязываем либо полустолбиками, либо столбиками без накида. Просто в каждую петельку мы вяжем по одному столбику без накида. И вот такие вот завязочки у нас получаются. Довязываем завязочку до конца. Вот мы дошли. Вот у нас столбик с одним накидом. Вяжем в нем тоже столбик без накида. И теперь снова обвязываем наш чепчик. Хвостики мы кладем сразу поверх ряда, вместе с ними обвязываем. Посмотрите, у нас столбик с одним накидом. В каждый столбик с одним накидом мы должны провязать 2 столбика без накида. Вот видите, в боковые вот эти вот петельки мы и заводим крючок. Не всегда это удобно, особенно зависит от ниточек, но ничего, можно приноровиться. В каждый столбик с одним накидом мы вяжем по 2 столбика без накида. Если мы делаем чаще или реже, то полотно получается либо стянутое, либо наоборот более широкое. Но как и во всей шапочке, нам нужно тут делать тоже убавление, немножко стягивать. Тут я делаю более часто убавление, то есть я делаю 2 столбика без накида, а потом 2 столбика вместе. 2 столбика без накида, 2 столбика вместе. И так обвязываю всю сторону у нашего чепчика. Вот мы дошли до следующего уголка. Снова меняю крючок на побольше и делаю цепочку из воздушных петелек. То есть сейчас мы делаем снова завязочки. Набирайте такое же количество воздушных петелек, чтобы завязочки у вас были одинаковой длины. Завязочка довязана, обвязана, и соединяем ее с первой петелькой. Все. В принципе, шапочка у нас готова. Обратите внимание, чтобы у вас все аккуратно было обвязано, но хочется сказать немножко про вот эти вот стороны, где мы обвязываем. Если, к примеру, мы вяжем из акрила, то одного ряда обвязывания недостаточно. Он не очень стягивает, и со временем ваша шапочка растянется. Если когда из шерсти вяжем, то более плотнее, конечно, этот край. Но все равно я советую еще раз обвязать нашу шапочку по периметру, не учитывая завязок. Можно вязать просто по одному столбику без накида в каждую петельку,
Просто обвязываем, делаем край более ровным, нигде не прибавляя. Вот, посмотрите. Или можно чуть-чуть стягивать, то есть в каких-то местах мы немножко тоже убавляем, если вам это нужно. Сейчас обвязываем снизу наш чепчик. Чтобы не обрывать ниточку, мы просто ее переведем. Сейчас я покажу как. Для этого делаем большую петельку. Можно вообще переводить, конечно же, полустолбиками, но у меня вот такой вот способ есть, который мне всегда выручает в данных ситуациях. Продеваем клубочек через нашу петельку и затягиваем узелок. Заводим крючок где-нибудь посередине, чтобы не было у нас вот такой вот длинной нити, не видно было. Где-нибудь посередине заводим крючок, протягиваем ниточку и далее можно уже обвязать. Или сделать одну воздушную петельку, если вам недостаточно, не дотягивайтесь. Вот. И теперь у нас не видно того места, где мы перевели ниточку. Далее не делаем воздушной петельки подъема, а сразу начинаем обвязывать наш чепчик. Снизу я предлагаю все-таки еще раз сделать убавление, но мы будем делать убавление гораздо реже. Можно сделать 5 столбиков без накида, потом 2 вместе, 5 столбиков без накида и снова 2 столбика вместе. Когда мы вяжем второй ряд, обвязываем, наш край получается более ровный, более плотное обвязывание. И при этом, также, как я уже сказала, мы можем делать еще дополнительное убавление, чтобы наш чепчик более плотно сидел на голове. Обвязываем весь край так до конца. Вот я край довязала. Теперь мы доводим до первой нашей петельки и просто соединяем. Далее 2 воздушные петельки отрезаем ножницами ниточку и затягиваем узелок. Ну и все. Наш чепчик готов. Я заправила все ниточки. Посмотрите, какой он получился. Очень аккуратный. Если вы вяжете для девочки, можно его украсить лентами, цветочками или бабочкой. Я очень довольна работой. Надеюсь, что у вас тоже все получилось. И хочется сказать, что вот это вот расстояние, где у нас шейка, должно быть примерно 10-11 сантиметров в сложенном виде. Вот до этого момента мы делаем убавление. Ну, на этом все. Спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Пишите в своих комментариях, что бы вы еще хотели связать. И мы обязательно это свяжем. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.